Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующий месяц, месяц февраль. Давайте посмотрим, что же он вам готовит, какие вам карты сегодня выпадут на февраль месяц. Я напоминаю, что вы можете оставить сообщение или оставить лайк под этим видео. Также можете подписаться на мой YouTube канал, если вы еще не подписаны. Я буду очень-очень признательна вам. Итак, давайте посмотрим, близнецы, что же вас ожидает в феврале месяце. Расклад делаем небольшой, такой очень короткий, такой блиц-расклад, очень-очень небольшой на одной колоде, чтобы общие моменты, какие-то общие энергии посмотреть. Итак, близнецы, давайте посмотрим. Первая карта, карта короля кубков у вас. Карта очень эмоциональная, карта, показывающая, что вы здесь по королю кубков будете уметь чувствовать настроение других людей, эмоции других людей, знать, когда вовремя что сказать. Возможно, по королю кубков будете стараться здесь проявлять такую, знаете, любезность, обходительность, внимательность к другим людям, такую элегантность. В целом карта очень эмоциональная, очень чувственная. Показывает также у вас хорошее воображение. Не ваша стихия это, вы воздушный знак, это все-таки водный король, но тем не менее это король. Король это всегда действие, да? Король это всегда действие, король это всегда огонь, даже несмотря на то, что это водная стихия, то есть это огонь воды, так называемый, да? Как сказал бы, наверное, Уайт. По этому королю, собственно, да, водному, то есть огню воды, можно говорить, что вы готовы действовать, но при этом действие ваше более мягкое, сбалансированное, и вы больше внимания обращаете на эмоции окружающих, на чувства окружающих. То есть не идете по головам, а стараетесь здесь как-то лаврировать в этом вот эмоциональном море, скажем, да, людей для того, чтобы добиваться своих целей. Давайте посмотрим следующую карту здесь. Близнецы, кстати, может показывать у кого-то и какие-то торжественные события, праздники, а тут кубок, да, что-то можете отмечать, вы можете здесь чему-то радоваться, каким-то своим успехам, достижениям. Давайте посмотрим дальше, что здесь еще у вас есть, близнецы. Пятерка кубков — это карта, которая здесь показывает, что может вам мешать, в частности, да, в этом проявлении короля кубков. Пятерка кубков. У вас в прошлом были какие-то неудачи, какие-то неудачные ситуации. Вы боитесь повторения этих ситуаций, возможно, каких-то ситуаций, которые могли вас опечалить или были связаны с провалом. Да, вы что-то себе уже делали, выполняли, и что-то не удалось, не срослось, не получилось. Может быть, какие-то проблемы или разногласия возникали с окружающими из-за этого. И, соответственно, вы можете не замечать в какой-то момент того хорошего, да, тех хороших возможностей, которые у вас есть, потому что вы смотрите на что-то вот неудавшееся, неудачное, и из-за этого не можете увидеть какой-то действительно хороший вариант или хорошую возможность, которая стоит прямо за вашей спиной. Но если вы не будете зацикливаться на неудаче в прошлом, которая произошла, а будете все-таки смотреть с перспективой такой воодушевления в будущее, то у вас есть шанс от этой пятерки кубков уйти. Давайте посмотрим, что здесь у вас будет под королем кубков. Карта королева пентаклей. Возможно, вас очень сильно интересует какое-то ощущение вот этой, знаете, стабильности, постоянства, которого вам хочется, которое, может быть, эту стабильность дают вам деньги. Возможно, вам здесь сильно хочется увеличить свой доход, да, повысить свой капитал, какие-то по королеве пентаклей деньги получить или заработать. Возможно, то есть это то, что для вас важно здесь, то, что очень существенно для вас, либо какое-то важное значение может иметь человек земного знака. Это девы, тельцы, козероги. Возможно, какое-то взаимоотношение с ними, и для вас здесь какие-то важные могут быть возможности, связанные с такими людьми, соответственно, которые дадут вам это чувство стабильности и постоянства, может быть, сердечности, верности, которой вам не хватает, которые вы хотите. Карта королева пентаклей. Давайте посмотрим ближайшее прошлое для близнецов, что здесь может быть в ближайшем прошлом. Шестерка кубков, какие-то важные вопросы, касающиеся вашей семьи, вашего дома, семейного очага, может быть, ваших детей, если они у вас уже есть, или каких-то вопросов, связанных там с рождением детей, к примеру, созданием семьи тоже. То есть вот она, шестерка кубков. Все, что вот вас может беспокоить касаемо вашей семьи, вашего уюта. Возможно, вы здесь в ближайшем прошлом встречались со старыми приятелями, друзьями, всем, что дает вам напоминание о
детстве, о какой-то ностальгии, может быть, о прошлом, может быть, встречались там с своими друзьями университетскими. То есть вот какие-то ситуации, где вы встречались с кем-то из вашего прошлого, и это для вас было такой приятной ностальгией также. Может быть, вы на какие-то, не знаю, праздники были приглашены, какие-то юбилеи по шестерке кубков тоже в ближайшем прошлом. То есть вот недавно что-то могли отмечать, встречаться с близкими родственниками, был повод встретиться, соответственно, дополнительный увидеться с ними. Давайте посмотрим следующую карту у вас. Карта пятерка мечей. И вот здесь вот пятерка кубков, пятерка мечей. Две эти пятерки, они такие, знаете, пограничные. Это как вот, ну вот всего числовых арканов 10, да, и вот пятерка, она посередине. То есть шаг влево, шаг вправо, да, это как на лезвии ножа стоять. А вот пятерка кубков, она о том, что вас беспокоит какая-то возможная ситуация в семье произошедшая, может быть ранее, может быть что-то вас действительно травмировало, беспокоит очень сильно, и у вас очень много по этому поводу переживаний, может быть каких-то внутренних переживаний, которые вы окружающим стараетесь не показывать, возможно, вы транслируете окружающим такую, вот знаете, по королю кубков, эмпатию, доброту, любовь, да, вот эти все такие качества, но на самом деле внутри как кошки скребут, потому что вы переживаете, что может произойти какая-то неприятная ситуация, что-то, что было уже ранее, что, возможно, это снова будет. И вот как-то вы не можете этот внутренний конфликт с собой даже разобраться. То есть вы боитесь этого провала повторного. Или вас печалит то, что что-то может такое негативное снова произойти в вашем сценарии. И по пятерке мечей вы здесь тоже опять-таки можете быть в каком-то напряжении, потому что вы боитесь неудачи, боитесь потерять победу свою, или боитесь потерять в глазах окружающих какой-то восторг вами. То есть вы понимаете, что здесь вам как будто бы и нужно бороться за свою стабильность, за свою любовь, за то счастье, которое вам так хочется. Но при этом вы понимаете, что, возможно, здесь та цена, которую вы платите в этой борьбе, что она не совсем правильная, да, или что она приводит к дополнительным рискам определенным, и вас может это сильно пугать. Давайте посмотрим середину месяца, то есть ближайшее будущее для близнецов, что здесь выпадет у вас. Карта влюбленная, карта союзов, двоих людей, союза в паре, каких-то взаимоотношений, важных взаимоотношений в паре. Это может быть отношения любимых, любящих двух людей, либо это отношения в каких-то отношениях рабочих, может быть, да, партнерские отношения. Но в любом случае здесь как выбор, который нужно сделать, решение, которое нужно принять. Вы понимаете, что вот это решение, которое вы принимаете в середине месяца, оно влияет не только на вас, но влияет на другого человека, то есть на вашего партнера по бизнесу, в отношениях, неважно, то есть влияет на этого второго человека, и вы стараетесь это решение принимать максимально продуманно, стараетесь здесь прислушаться к своей интуиции, стараетесь здесь доверять своим чувствам, в конце концов, чтобы это решение было максимально правильным, и чтобы вы потом не пожалели об этом решении. Давайте посмотрим следующую карту у вас. Карта восьмерка жезлов. Карта восьмерка жезлов о том, что у вас здесь есть, как будто, знаете, период, когда вы чувствуете, что вот время действовать, оно сейчас, либо никогда. Сейчас нужно начинать активно действовать, сейчас как будто вот тот зеленый свет загорается, когда нужно делать такой рывок вперед, хороший старт, когда вот нужно действительно делать определенные шаги, они приведут вас к прогрессу, то есть нельзя здесь останавливаться, смотреть на былые неудачи и ошибки. И опять-таки восьмерка жезлов, она тоже про то, что вам нужно принять решение. Вам нужно принять решение действовать сейчас. Тогда у вас будет прогресс, прорыв в ваших делах или в ваших отношениях. Неважно, что здесь имеется в виду по этой восьмерке жезлов. Карта восьмерка жезлов. Так, и давайте посмотрим еще следующую карту. В вашем окружении, или как вас видят окружающие, может быть, да, как человека трансформирующегося, как будто в вашем окружении что-то кардинально может поменяться. Кто-то, возможно, должен в вашем окружении от чего-то отказаться будет. Возможно, вас это беспокоит, что что-то у кого-то из ваших близких или друзей, как будто бы вот эта ситуация, происходящая у вас, может быть, решение, которое вы примете, оно будет как будто вынужден человек будет от чего-то отказаться здесь, да, может быть, от своих планов, своих целей, или что-то серьезно повлияет на
жизнь этого человека, на взгляды, возможно, этого человека в вашей жизни. То есть по карте смерти серьезная, может быть, трансформация, серьезная перемена, или у этого человека происходят значительные изменения в жизни, когда старые шаблоны уже не действуют, и нужно будет начинать жить по-новому. Как вы знаете, там, не знаю, съехаться с кем-то жить и уйти от холостяцкой жизни, допустим, к жизни уже там в паре, да, или в браке. То есть меняется старая какая-то картинка действительности на новую. Это не означает, что на худшую, но просто человек проходит какую-то серьезную трансформацию, и вас, собственно, видят тоже окружающие, как человека, который трансформируется, меняется, который должен как будто бы здесь отказаться от каких-то своих страхов, от каких-то переживаний, что-то поменять в себе и освободиться от какой-то обузы или какой-то тяжести, которая есть на вас, для того, чтобы пробудиться и начать новый период. Давайте посмотрим ваши страхи или ваши желания. Здесь одна карта выпадает. Я думаю, по карте будет понятно, что имеется в виду. Карта принцесса кубков. Но я думаю, это желание. Принцесса кубков. Как рыбка золотая, которая выпрыгивает из этого кубка и говорит, какое желание можно исполнить, да, вам? Спрашивает. То есть вы здесь как будто хотите исполнения какого-то своего заветного желания, причем это заветное желание, оно как будто может исправить какую-то неудачную ситуацию, которая была в прошлом, и это будет таким прям хорошим шансом для вас, хорошим толчком, хорошим импульсом и хорошей возможностью, если она исполнится. Это то, чего вы сильно желаете, чего вы хотите. Либо вы ждете каких-то очень хороших известий, ну, вы знаете, да, о чем речь, то есть каких-то известий важных для вас по этой принцессе кубков. Давайте посмотрим финал расклада. Это не обязательно финал месяца для близнецов, да, но это именно финал этого расклада февральского. Давайте посмотрим. Карта двойка кубков тоже. То есть опять-таки это карта, которая может говорить про, во-первых, это партнерские отношения. То есть это опять двойка, это двое людей в паре, это взаимоотношения в паре, это отношения любовные или рабочие, неважно, но это отношения в паре, это отношения с вашим ребенком, если вы родитель, потому что здесь шестерка кубков выпадала тоже как карта детей. Да, может быть, здесь очень важные для вас будут вопросы принятия решений, выбора, которые вы делаете, понимание, что выбор влияет на других людей. И вы будете стараться по двойке кубков решение принимать так, чтобы не обидеть другого человека, для того, чтобы по двойке кубков сохранить с ним доверительные отношения, или дружеские, или компанейские, если это рабочие отношения. Может быть, с кем-то примириться здесь, или принять решение о рождении ребенка тоже. Вот она, двойка кубков. То есть в целом карта решения, которая вам нужно здесь сделать. Да, я говорила уже, может быть примирение, я уже говорила, возможность с кем-то помириться, да, принять решение, помириться с важным для вас человеком. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для близнецов я завершаю. Я всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя и до скорого!